Друзья мои, всем привет! Сегодня у меня вот такое вот солнечное настроение. Это настроение мне сделали мои орхидеи. И поэтому спешу с вами поделиться их цветением. Так сказать, показать вам, что происходит у меня на подоконниках. Принесла их сюда к себе в спальню, поставила на прикроватную тумбочку. Вот. Прямо смотрите, что происходит. Девчонки, это два разных сорта. Но один точно вот этот вот Golden Beauty. Девочки, рассматриваем и поправляем в комментариях. Думаю, что это все-таки Golden Beauty. Вот такая вот красивая, с отливом персика, яркая красотка. Если вы помните, это орхидея, которую погрызли трипсы. Вон, посмотрите на листья, видите? Вот, девчонки, кто не знает, как трипсы грызут, это вот так они грызут орхидеи. И она после этого лист пока не давала из серединки, она выдала цветоносы, вот два новых. Это два старых цветоноса, видите, разбужены почечки. А вот рядом два новых, и они вот с такими вот, видите, листиками, как вы, девчонки, мне писали, облиствленные цветоносы. И вот эти цветоносы, вот два, вот они сюда наросли, вот уже открываются. Длиннющие вот такие, девочки, смотрите. Вот такие вот длиннющие. А те два тоже дали по раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там 5, там 6 бутончиков. И вот здесь еще готовится к распуску вот это количество бутонов. Надеюсь, что она потянет. Не пересажена она у меня уже давненько, девочки. Наверное, года два, как пересажена. И вот у нее там корней наросло. Мама, не горюй. И вот корни даже проросли вниз. И вот тут немножечко остается воды, потому что поливаю вот сюда вот так по кругу с принцовкой, как мы все это делаем. И вот посмотрите на эту прелесть. Посмотрите на эту. Посмотрите, какая она яркая, она такая аппетитная. Но, девочки, в летнем цветении она не такая вкусненькая. Она сейчас такая сладенькая, вкусненькая, яркая губка. Просто супер. Вообще, неон присутствует. Неон присутствует, ребята. Очень красивая, очень такая прям. Знаете, когда в куче стоят, не так акцентно, когда ставишь отдельно. После того, как она у меня появилась, она у меня, это уже, по-моему, второе или третье домашнее цветение. И вот это, если бы я не зевнула с этими трипсами, девочки, она стояла, одна, эта вот именно орхидея, стояла прям возле открытого окна, ближе всех. Я не знаю, но могли трипсы десантироваться из окна на нее? Я не знаю, потому что больше ни у кого из орхидей этих признаков покусов не было. Я очень поздно уже спохватилась, но приняла меры. Девочки, я ее актарой травила, наверное, раз 5 с перепугу. Там, и было жарко, и я вот там, когда жарко, надо актару использовать в маленьком интервале, где-то 4-5 дней. Если вот как сейчас прохладно, то актара используется раз там в 7-10 дней. В общем, я с этой актарой, у меня была просто истерика. Ну, и кто сталкивался, тот знает. И, в общем, вот эта вот эстетичность ушла листа, но я надеюсь, что выйдет новый лист. Вот так вот она решила мне процвести в этом сезоне. Видите, как она. Покажу, конечно, когда будет полный распуск, но пока что вот так вот она смачненько цвете. Бачите, какая красивая. Девочки, цветок не совсем что большой, но не маленький. Сантиметров, мне кажется, наверное, 6-7. Ну, не 10, конечно. Ну, до 8 вряд ли дотягивает. Но такая вот красота. Губа очень-очень яркая, акцентная такая вообще. Сама нежная, а губка яркая. Такое, знаете, желтое солнышко. А рядом с ней, перехожу плавно на другую историю, еще одна орхидея. Вот такой она имеет более бледный оттенок. Губа имеет, хоть и яркий цвет, но не такой яркий.
Эту орхидею вторую мне год назад подарил супруг на наш юбилей. Я подумала, так как у меня в тот момент это не цвела, я на эту глянула и говорю: ой, у меня точно такая же есть. Ну, подарок есть подарок, оставила. Девчонки, я не знаю, как она называется. Может, напишите мне в комментариях. Но это точно Golden Beauty. Видите, она прям... Сейчас я подвину поближе. Вот посмотрите, какая разница в цвете. Это уходит в более такое желто-зеленое. Это уходит больше в персиковость. Вот так вот они смотрятся, да. Вот по отдельности кажется, что это одна и та же орхидея. Вот честно вам скажу. А вот когда вместе... Может быть, это Голдион. Я вот подумала, что это Голдион. Девочки, не было на горшке пробито сорта. И вот это тоже мне выдало каскадик. Видите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На 7 бутончиков. Вот 2 цветочка распустила. Но, девчонки, гляньте, они разные. Разные. И вот получилось, что это не та же самая орхидея, как я думала. Я уже думала, может, кому-то подарю, когда распустится. Ну вот видите, получилось, что нет. Вот такой вот замечательный солнечный букет у меня сформировался. Вот так вот это все смотрится вместе. И вот, девчонки, ну я почему-то... Ну напишите, может быть, я ошибаюсь, что это Golden Beauty, может, это Golden. Ой, что-то я не знаю. Ну, как бы они ни назывались, они прекрасны. Но вот здесь неончик присутствует, здесь неончика, ну нет, нету неончика. Больше белого вокруг колоночки. Видите? Ну вот так она выглядит. Менее яркая, просто желтенькая. Просто желтенькая. Они часто встречаются, но это вот она мне, вот как на мой вкус, девчонки, вот это мне как-то, которая в персиковый уходит, она мне нравится больше, она ярче, такая красившая. Давайте сейчас я вам еще сюда притащу свою карибскую мечту. Это будет взрыв. Сравним 3 штучки, 3 сорта. Поставим вместе, тоже расцвела. Так, ребята, я притащила еще один кустик. Вот, карибская мечта, Caribbean Dream. Вот так она выглядит. Посмотрите, как она похожа, очень похожа вот с этой, с Golden Beauty. Девчонки, гляньте. Ну, есть сходство. Она у меня в этом году после пересадки, вот листики растит, все нормально. Мы там с вами ее хорошенько подстригли, ей корни. Она у меня падала в прошлом году со стеллажа. И она очень в том году, в прошлом цветении, она такими гроздями цвела. После пересадки она вот выдала новый цветонос. Достаточно у нее такие, знаете, толстенные цветоносы. И всего лишь только, девочки, 4 бутончика она открыла. Видите, у нее тоже неончик. У нее тоже... Ой, немножко не передает. Немножко не передает камера ее глубину цвета. Ну вот здесь у нее больше персика. А ну сейчас я, девчонки, выключу свет, подсветку, ну вот лампу. Больше персика у нее в цветении, а здесь больше в оранжевый все-таки уходит, мне так кажется. Ну вот они как бы из одной серии, очень, ну есть сходство. Вот такие красотки. В общем, один цветонос выдала на 4 только бутончика, а второй цветонос вот здесь, вот видите, ответвление разбудила. И там еле-еле, вот душа в теле, вот она мне дала тут 2 бутона несчастных. Я говорю, ну ладно, не буду я уже тебя обрезать, цвети. В общем, девочки, вот такая получилась феерия розовых оттенков. Розовых, говорю, желто-персиковых, розовых, неоновых оттенков. Вот такая красота. Вот такая вот клумба у меня получилась в этом цветении. Ну, я всегда люблю, когда Caribbean Dream, конечно, наращивает большие гроздья, но не в этом году. Тоже вот такая у нее губка. Видите? Меньше прорисовки на петалиях и сепалиях. Здесь больше прорисовки. Хотя, ну вот.
Ну вот как-то вот на расстоянии это больше видно. И цветок у Caribbean Dream, конечно, чуть больше, чем у Golden. Ну, девочки, вот так вот. Вот такая вот красота. Кто любит желтенькие? И смотрите, у всех красненькие язычки. Они прям как дразнятся. Такие лапочки замечательные. И при хорошем уходе, конечно, хорошо цветут, благодарные. Сейчас у нас, девочки, жарко так. Ну как жарко? Они просто стеллаж у меня стоит, на котором они стоят, недалеко от радиатора. Это ужас. Пересыхают моментально. Я проливаю, немножко водички оставляю. В общем, стараюсь их не высушивать, потому что если чуть-чуть зевну с поливом, бутончики, конечно, поотсыхают. А очень жалко. Вот так вот, девочки, вся эта красота выглядит. Вот я люблю вот эти вот веточки с бутончиками. Это так вкусно. Это прям такие, знаете, орешки. Орешки такие блестящие. Ой, глянцем покрытые. Красота. А потом из этого орешка вылупляется вот такая вот прелесть. У меня все мои домашние, все в восторге от этого цветения, особенно в нынешнем сейчас таком, знаете, мрачном зимнем дне. Картина мира не имеет столько пестроты, а сейчас, когда подходишь к подоконнику, к стеллажу, вообще вот смотришь на это все и просто наполняешься этими красками, и сразу улучшается настроение, девочки. Ну, конечно, они все разные. Они все разные. Жалко, что цветовую гамму до конца не передает видео, но все равно каждая из них, она уникальна. Каждый сорт просто восхитителен. Для любителей вот этого солнечного великолепия эти сорта просто бальзам на душу, девчонки. В общем, нам хочется передать вам большой солнечный, яркий, теплый привет с нашего юга Украины. Пожелать вам всего самого наилучшего, обласкать вас лучами солнца южного и вселить в вас надежду на самое хорошее. Будьте, друзья, здоровы, будьте терпеливы, выдержаны. Все будет у нас отлично. Всем мирного неба, всем всего самого-самого наилучшего. С наилучшими пожеланиями, семья одесситов.